Скайтрайне. Нужно понять, как на него забраться для начала. Бангкок реально зеленый такой. Действительно похож очень на Нью-Йорк. Ну, если проводку не считать. Домов больших, широкий, там много болот. Нам нужно сейчас понять, на какую мы станцию едем. Нам нужно сейчас правильное направление выбрать. Может быть, нам, вроде нам На сюда. ту сторону, думаешь? Подожди, нам в ту сторону Да. ехать. Значит, скорее всего, нам Майя. Мы Кхеха. шли отсюда. На Кхеха едет. Дай мне карту, пожалуйста. Сейчас. Кхеха где? Где конечная? Есть конечная? Кукхот. Нам на Кукхот, наверное. Здесь, скорее всего, движение такое же, как и по дорогам обычным. Да, скорее всего. А теперь главное не пропустить нашу остановку. Там есть табло, поэтому это, в принципе... То есть назад мы не сможем вернуться? Сможем, но время. Я не могла уехать из Таиланда, не побывав в одной из достопримечательностей Бангкока, в храме Wat Arun. Именно поэтому мы взяли свою лень в руки и отправились туда рано утром. Чего недовольная? Устала? Ты ж только вышла. Надо было тебя тоже дома оставить, да? Дорога была не близкая, даже с учетом того, что мы ехали на метро. Вот это твоя? Пойдем. Ага. Вставляй. Оп, и все. После Скайтрейна мы спустились в метро, чтобы сделать следующую пересадку и доехать уже до места назначения. А вон там черный у тебя. А, вот это билетиком считается? Не знаю. А, реально, да, держу. Потому что мимо мне, да? Сука. Сколько? 36? Да, 36. Сейчас у меня еще там будет. Так, а для чего эти монетки тогда? А, ну или монетка, да. А куда я? Майя, иди сюда. А, вот монетка. Прикладывай. Угу. Нам в сторону Лаксон, в сторону Лаксон. Такое есть, нет? Здесь нет. Ну давай спустимся, посмотрим, что внизу. На Лаксонке мы выходим? Нет, ну это направление Лаксон. Так, это, окей, конечно, а выходим мы где? выходим. Санам чай, по-моему. Вот я прыгну. Надеюсь, мы ее не сломаем. Там орфитмет. Я думаю, если ничего не будет. Я могу только размахнуть. Не нужно ее магнить. Иначе она работать не будет, и мы не будем отсюда. Это поезд. Папе, давай руку. В самом начале был небольшой страх ехать на метро, так как я не люблю его, но в целом это очень безопасное и продуманное место, поэтому свою панику я оставила на что-нибудь другое. Все идут туда. Ух ты, красиво. Интересно. Нет, это не храм. Похоже, это правда. Прорезь, раз. Давай. Смотри, Игорь. Тихо, голова. Чуть голову тут не оставили. Пошли спустимся. Наверное, когда делали метро, здесь получается вся история.
Очень круто. Интересно, что просто в метро, то есть такой музейчик есть. А возможно, это из-за того, что станция музеем Сиам. И получается, вот этот музей, по сути, не к метро относится, а к музею, который наверху. Блин, жарче стало намного. Так. Мы можем, кстати, вот на такой фигне доехать, Диан, слышишь, что? Так мы через реку. Окей. Нам нужно найти. Иди дальше. В Таиланде, очень настырные продавцы и те, кто предоставляет какие-либо услуги. Поэтому мы быстренько перебежали на ту сторону дороги, чтобы больше никого не встретить. Ну, так жарко не было. Достаточно солнцепека сегодня. Хотя мы когда вышли, было пасмурно и вообще не жарко. Да, было лучше. Говорят, вот уже куда-то налево. Нам типа сюда. Мне кажется, нет. Да, Покажи. Да. Я не знаю, Покажи. Сюда или нет. Ну здесь везде можно обойти, пройти, везде входы-выходы. Возможно, в Монако уже. Что-то строится. По Бангкоку лучше гулять пешком, потому что много куда можешь именно забрести без карты, и будет что-то интересное. Ну там река в любом случае нам туда. То есть это просто может там есть какой-то паром еще другой. I work in the tourist information. Be careful the car. О, thank you. На самом деле мы так и не поняли, кто был этот мужчина и чего он сам повел нас до реки. Возможно, просто захотел пройтись и рассказать нам про храм. Нет. This is the Wat Arun. The Okay. people they don't go now. They go inside after 4 o'clock. Ага, окей. And now it's good. Take family boat. Мгм. Have you been? We now eating and going Have you Later. been the boat? Later. We need cafe now. Cafe. Yes, and going. This area. Yes. This area the restaurant. Ага, окей. We look. Я хотела такую косынку, платок купить еще вон где. Она вот такая, смотри. Видишь, она легенькая, прям красивенькая. Это вот что мы Да, купили, да. О, давайте сделаем. Давай, открывай. Как принцесса тайская. Ого, ты порвала, давай. Опа! Слушай, классно, красиво. И вот так вот, стой. О, как пустынная девушка. Классно? Пойдем? Штаны хорошие тут. Получается, до этого храма можно добраться двумя способами. Просто по дороге через мост, либо же вот на таких лодочках
цена по 5-10 бат с человека, и, в принципе, это бюджетнее, чем ехать на метро до следующей станции, а потом на такси или тук-тука. Ватарун, известный как Храм Рассвета, одна из главных достопримечательностей Бангкока. Расположен на западном берегу реки Чао-Прая и знаменит своей архитектурой и историческим значением. Вот видишь, здесь, получается, дают в аренду костюмы Так, ну что стали на дороге? для фотосессий. Для маленьких есть. А Майю, возможно, можно пофоткать так. Это долго. Костюмчики красивые, но думаю, уже в следующей поездке можно взять в аренду да пофоткаться. Возможно, да. Здесь получается школа рядом с храмом. Дети учатся. Все, идем. Да, пошли. Бесплатно. Майя, на, держи водичку. Кицни? Угу. Yeah, thank you. Бесплатная вода здесь входит в стоимость. Мы этот храм видели, когда были в Мини-Сиаме, в Паттайе, музей, то есть там была миниатюра. И вот он здесь. Точнее, мы рядом. Центральный элемент храма, Праг, символизирует гору Меру, мифологический центр Вселенной, и украшен керамической мозаикой, делая его визитной карточкой Бангкока. Храм связан с важнейшими религиозными и королевскими традициями, особенно с королевской процессией лодок, что подчеркивает его статус в тайской культуре. Нормально. Ой, слушай, какая лесенка крутая вообще. Не в зоопарк, а в парк. Также Ватарун играет ключевую роль в буддийских обрядах и фестивалях, сохраняя свою роль в духовной жизни страны. В общем, на самом деле здесь нет прям ничего необычного. На многие этажи нельзя заходить. Поэтому сколько у нас ограничилось здесь времяпровождения, где-то минут, наверное, 30-40 максимум. Больше тут делать, кроме как фотосессии, нечего. Но так как это достопримечательность культурная, было интересно здесь побывать. Улиточки тут живут. Фотографии смотрите. Интересно смотришь. Так как храм занял меньше времени, чем мы ожидали, мы решили заглянуть в парк, где живут вараны, с надеждой, что мы не будем съедены. На входе в парк можно арендовать велосипеды, но в самом парке на них можно ездить только до 15 часов. С чем это связано, я не представляю, но мы знатно офигели от того, что смогли прокатиться всего 2 минуты и потратили деньги в никуда. Парк Люмпини – это крупнейший и один из самых известных общественных парков. Тут очень много котиков, прям как в Турции. Везде котики. И тут тоже котики. А это совсем не котик, это варан. И вот несколько фактов о них. Вараны обитают только в Африке, Азии и в Австралии.
Длина варанов может достигать 3 метров, а вес превышать 70 килограмм. Комодский варан – самый крупный представитель семейства. Некоторые виды имеют в слюне слабый яд, помогающий им ослаблять добычу. Вараны могут развивать скорость до 20 км в час и являются отличными пловцами, поэтому от них не уплыть и не убежать. Вараны всеядны, поэтому нужно быть еще аккуратней. Большинство варанов откладывает яйца и закапывают в песок или трухлявую древесину. У варанов развитое обоняние, зрение и Они слух. похожи очень на корни деревьев. Также сам парк очень красив. Там много разных скульптур, животных, растений. Он очень ухоженный, и люди с удовольствием занимаются там всеми видами спорта. Вот там их еще много. Там есть озеро такое большое, где фонтан. Ага. И там они, ну, в принципе, они везде здесь вот по бережкам сидят и тусуют. Рядом с котами котов едят, да? Вот рядом с голубями точно, рядом с котами я их не видел ни разу. Но с голубями вообще спокойно друг с другом они... I can take the video with this. Huh? Can I? Good. Nice. Thank you. Kapun kap. Thank you. Konnichiwa. I know. Ну, собственно, как-то вот так. Здесь на самом деле в Таиланде не страшно давать, оставлять кому-то вещи, потому что все максимально безопасно. И люди как бы даже другой национальности думают о других и уважают культуру, мнение, религию и, в общем, вот это вот все. Но в любом случае бдить нужно, потому что это может быть иногда и опасненько. Тут все узнают, Все узнают, кто съел. варан или нет.